Всем огромный привет! Несколько видео назад я показывала, как нарастить листовую массу деткам. После того, как детки отсажены от материнского листа уже по отдельным стаканчикам, недели 3-4 я их ничем не подкармливаю. И только спустя это время полностью адаптированная детка в новом грунте готова к наращиванию листвы. Я оставлю ссылку под этим видео в описании, как моментально запустить развитие деток. Но нужно помнить, что в первую очередь, конечно же, должна быть налажена агротехника. Это подходящий грунт, полив, достаточное освещение, и только в комплексе с агротехникой удобрение будет уместно, будет виден результат. После того, как мы подкормили деток, буквально 2-3 полива азотным препаратом будет достаточно. И как раз на стадии стартера мы полностью прекращаем внесение этого удобрения. И такие вот молодые розетки я уже буду пересаживать в больший объем. В нем фиалка станет еще более облиственной. И уже следующим этапом как раз будет запуск на цветение. Сейчас те розетки, которые побольше, я буду пересаживать, а некоторые останутся еще в стаканчиках. Они посажены все в разное время и поэтому разного размера. Например, вот такую детку еще рано пересаживать, рано давать ей больший объем, поэтому она останется расти в стаканчике. С остальными фиалками займемся пересадкой, перевалкой. Итак, плановая пересадка фиалок. Почему так важно вовремя пересадить фиалку и как это отразится на фиалке, если затянуть с этим процессом? Давайте рассмотрим с вами две ситуации. Первый вариант — это как в моем случае, такая вот молодая фиалка, стартер, которой мы наращивали зеленую массу, листву. Как нарастить листовую массу, я ссылочку оставлю под этим видео в описании, кому интересно, чтобы фиалка стала более облиственной. Вот, нарастили мы листву, корневая оплела весь стаканчик земляной ком, и этой фиалке нужно просто увеличить объем побольше. Это первый вариант. Второй вариант — это пересадка фиалки раз в 10-12 месяцев. Почему? Потому что спустя это время грунт уплотняется, утрамбовывается, и корням нечем уже питаться. Корни нормально в таком субстрате не дышат и не развиваются. То есть грунт за это время будет истощен спустя год, истощен из-за полива жесткой водой, из-за внесения удобрений грунт просто закисляется. И если мы хотим здоровую фиалку, здоровыми корнями и, соответственно, с цветением, нам нужно будет пересадить ее в свежий грунт. Поэтому, если вы давно не пересаживали фиалку, если видите, что она затормозилась в развитии, не цветет, не наращивает новую листву, значит, такой фиалке не поступают уже питательные вещества. Такая фиалка уже истощена. Она уже, так сказать, съела весь грунт, и нужно ее пересадить. Пересаживать фиалки можно с частичной заменой грунта, то есть убрав 1/2 или 1/3 корней, или методом перевалки. Сегодня я буду пересаживать методом перевалки, так как корни в хорошем состоянии, но просто уже нет места, куда им разрастаться. Фиалка молодая, поэтому основательно менять грунт, как-то наращивать новую корневую ей не нужно. Мы просто ее пересадим методом перевалки. Так, достаем фиалку из горшка, из стаканчика, как в моем случае. Пересаживать я ее буду вот в такой объем. Это такие вот одноразовые кофейные в чашке. В диаметре они около 8 сантиметров. Это идеальный объем для выращивания взрослых фиалок.
использую именно вот такие вот чашки или же просто горшки в диаметре 7-8 сантиметров. Больше объем не беру. И теперь смотрите, я обычно просто вот так вставляю фиалку в горшок и по периметру досыпаю грунт. Но если вы только начали выращивать фиалки, если вы боитесь повредить листву, так как листики хрупкие, нужно аккуратненько их вот так приподнимать, чтобы они не поломались. Вот, поэтому можно не саму фиалку изначально вставлять в горшок, а просто взять стаканчик, вот так по периметру начинать добавлять грунт. Тем самым вы не будете приподнимать листву, так как если вы только начали выращивать фиалки, вам будет проще именно вот таким способом пересадить ее, а точнее перевалить в другой горшок. И вот так аккуратно начинаем по кругу обсыпать сам стаканчик. Все это делается очень быстро. Вот так аккуратно начинаем со всех сторон досыпать грунт. Грунт у меня торф с перлитом. Вот так мы все это делаем. Смотрите, сделали такую луночку, такое отверстие, и теперь в него просто вставим нашу фиалку. Немножко снизу я уберу старый грунт. Сверху можно убрать немножко субстрата. Сверху могут быть какие-то отложения солей, поэтому сверху тоже немножко убираем лишний грунт. Какие-то листики с нижнего ряда, ювенильные листики, которые нам не нужны, тоже убираем и сразу формируем розетку. Вот смотрите, такие самые нижние листики. И получилась вот такая розеточка, и мы ее теперь просто вставляем в это отверстие. Вот так. И аккуратно начинаем досыпать грунт. Стараемся сажать сразу по центру, чтобы фиалка не росла однобокой. И сильно грунт не уплотняем, не утрамбовываем. Смотрите, вот что у нас получилось. Теперь нам осталось эту фиалочку полить аккуратно по краю стаканчика. Сильно много воды не даем фиалке, так как грунт изначально у меня был слегка влажный, этого будет как раз достаточно. И все, теперь ставим ее на хорошо освещенное место, это или стеллаж под освещение, или на окно, но обязательно притеняем от прямых солнечных лучей, иначе на листиках останутся ожоги.
Сильные температуры фиалки тоже не переносят, поэтому свет должен быть рассеянный. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. Если остались вопросы, задавайте. Если вы не подписаны, оставайтесь. И до новых встреч. Всем пока!